Братишки и сестренки, друзья и зрители моего канала, как вы уже знаете, 31 августа выходит новое обновление в Albion Online под названием «Пламя драконов». Разработчики выпустили видеовыпуск дневников Albion Online, на котором нам подробнее рассказали о грядущем обновлении. У микрофона Михаэль Шван. Далее Мишаня, который представит нам данное крупное обновление контента. Если вы следили за событием Восстания Хранителей, то знаете, что на протяжении всего сезона пеплорожденные готовились к загадочному ритуалу. Их цель, как мы уже все поняли, пробудить драконов. Когда-то давно хранители сами заточили драконов, чтобы сохранить равновесие природы. Но по мере того, как искатели приключений расселялись по Альбиону и забирали себе все больше его богатств, пеплорожденные решили, что человечество стало настолько серьезной угрозой, что только драконы смогут восстановить равновесие. Для этого они строят порталы в забытый край, известный как Древние Земли. Когда-то именно там жили предки хранителей, а драконы правили небесами тысячи лет назад. С выходом пламенных драконов эти порталы начнут появляться по всему Альбиону. Игроки смогут войти в них и отправиться в Древние Земли. Этот регион будет состоять из парящих островов, соединенных древними телепортами хранителей. Всем позитивного времени суток, вы на канале Evilfluff, устраивайтесь поудобнее и мы начинаем. Побеждая врагов по всему региону, игроки смогут активировать телепорты и открывать пути вглубь карты. Чем дальше мы будем продвигаться, тем ценнее будут награды. В то же время, каждый активированный портал станет виден всем игрокам в Древних Землях. Наблюдая за тем, как появляются эти связи, игроки часто смогут предугадывать, куда направляются другие, а постоянно меняющиеся маршруты добавят стратегический элемент, выводящий игру за рамки обычных сражений. Древние земли также населены пеплорожденными, могучими дрейками, новыми видами рыб и ценными сокровищами. Разные порталы будут рассчитаны на разные по размеру группы игроков. Порталы меньшего размера будут рассчитаны на небольшие группы или даже одиночек, что позволит отправить в спонтанное приключение. О крупных порталах будет известно заранее, при этом в каждом портале игроки будут противостоять схожим группам игроков. Это значит, что войдя в портал в одиночку, мы не столкнемся с группой из 5 игроков. В Древних Землях игроки также смогут найти карты, которые будут вести к драконьему святилищу, новому рейдовому подземелью. Карты будут работать как и другие карты подземелий в игре, однако в подземелье смогут войти только наши участники группы, поэтому враждебные игроки смогут убить нас только по пути к подземелью, но не смогут последовать за нами внутрь данжа. В отличие от диких земель, этот рейдовый данж будет полностью посвящен PvE аспекту, что позволило создать по-настоящему сложных боссов, которые потребуют от игроков хорошего снаряжения и слаженной игры в группе. На протяжении всего рейда нам придется сражаться с силами пеплорожденных и опасными огненными дрейками. А в конце нас будет ждать битва с предводительницей пеплорожденных, новым рейдовым боссом, намного более сложным, чем все, что мы видели и сталкивались во время ивента Восстания Хранителей. Победив ее, мы получим доступ к финальному испытанию данного подземелья. В глубине нас будет ожидать один из древних драконов – Азариан. Огненный дракон – это самое масштабное PvE испытание, которое разработчики когда-либо создавали. Оно потребует от игроков безупречного владения механиками и слаженной групповой работы. Ну или знания, как сломать босса и обуза багов с ошибками, что допустят при его создании. Но прежде всего именно этого ждали игроки – эпической битвы с гигантским драконом. Конечно же, пробуждение драконов затронет не только Древние Земли. В пламени драконов драконы начнут нападать на сам Альбион. На Королевском континенте нападения драконов будут происходить в открытом мире, почти без предупреждений. Как-то знакомо звучит. Ах да, кажется, мы это слышали в дневниках разработчиков про атаку бандитов. Каждый, кто окажется поблизости, сможет присоединиться к сражению, а все игроки, внесшие вклад в победу, получат награды. Это значит, что даже соло-игроки смогут помутузить дракона и получить за это награду. В Запределье также будут происходить периодические нападения драконов в любой точке, однако о его прилете будет известно заранее, чтобы крупные гильдии могли собрать свои силы, и это даст время побороться к крупным гильдиям и альянсам за ценные награды, особенно в начале обновления. Будь то соло-игрок, либо участник небольшой группы или крупной гильдии, разрабы хотели, чтобы драконы стали увлекательным испытанием для игроков с любым стилем игры. Разумеется, обновление Пламя Дракона также принесет множество новых наград. Из драконьих костей и крыльев можно будет сделать совершенно новый комплект брони, и конечно же, каждый предмет брони будет обладать уникальным навыком. Кроме того, обновление Пламя Драконов добавит множество других новых предметов, новые зелья и еду из нового вида рыб. А самые преданные игроки, как всегда, смогут получить уникальный набор роскоши и прочую мишуру. И как вишенка на торте, нас ждет невероятно редкая награда, что сможет выпасть нам только с самого Азариана.
яйцо Дрейка, если нам повезет его добыть. Мы сможем принести его на свой остров и начать выращивать собственного огненного дракона. Но, чтобы вырастить дракона, нам придется кормить его другими скакунами, например, ездовыми лошадьми. В итоге мы получим, возможно, лучшего скакуна Альбиона и сможем путешествовать на нем по всему Альбиону. В целом, пламя драконов расширяет мир Альбиона от новых локаций древних земель и нападения драконов в открытом мире до самого сложного, по словам разработчикам, рейдового подземелья в Альбионе. Разрабы хотели создать обновление, что расширит мир Альбиона, что предложит разные испытания для разных игроков. Очень надеются, что нам понравится данное обновление, и им уже не терпится увидеть наши мучения в рейдовом подземелье или исследование древних земель. В завершение Мишаня напоминает, что обновление под названием «Пламя дракона» выходит 31 августа, после чего Мишаня благодарит нас за просмотр и говорит, что мы встретимся на просторах Альбиона. Впечатлений довольно много и очень многообещающий анонс нового обновления. Я думаю, вы запомнили его название после такого-то количества повторений за время дневников. Но вдруг кто не запомнил, это «Пламя драконов». Выглядит все довольно круто. Приятно, что нам дадут возможность исследовать древние земли не только в малых, средних и крупных группах, но и отправиться туда в соло. Рейдовые подземелья, что еще и закрывается за нами, и не нужно ожидать дайва, постоянно оглядываясь через плечо, вообще огонь и задумка. Обязательно посмотрим на все, что нам тут понаобещали на стриме с тестового сервера. Пишите свои вопросы, предложения и дополнения в комментариях, а можем там с вами, как всегда, просто пообщаться или что-то обсудить. К примеру, ваши впечатления от новой обновы и ее дополнений с расширениями. Как по мне, ездовой дракон больше похож на виверну, чем огненного дракона, но это субъективно. Как всегда, отвечаю на все комментарии. Оценивать же данную работу своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, как и подписка на канал. А для желающих меня поддержать, посмотрите еще одно видео на моем канале. Там много материалов, и каждый сможет найти себе ролик по душе и интересам. Ну или присоединяйтесь на стримах и давайте обсудим все там. Приятной нам игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч!